Часть 2. Путешествие в Икстлан. Глава 18. Магическое кольцо силы. В мае 1971 года я приехал к Дону Хуану в последний раз. Я ехал к нему с тем же настроением, с каким ездил все 10 лет своего ученичества. Можно сказать, что мне просто приятно было проводить время в его обществе. Именно поэтому я и ехал. Оказалось, что у Дона Хуана гостит его друг, индеец племени масатеков, которого я называл Доном Хинаро. Когда я приезжал к Дону Хуану полгода назад, Дон Хинаро тоже у него гостил. Я хотел спросить, уезжал ли он домой, или так и жил здесь все это время. Но Дон Хинаро опередил меня, объяснив, что ему так нравится североамериканская пустыня, что он решил приехать еще раз. И как раз удачно, потому что я тоже появился, и он рад со мной встретиться. Оба они засмеялись, словно им был известен некий секрет. «Но ты больше не будешь пытаться мне помогать, правда, Дон Хинаро?» — спросил я. Они хохотали до судорог. Дон Хинаро сперва катался по земле, а потом улегся на живот и поплыл. Увидев это, я понял, что пропал. В этот момент тело мое каким-то образом ощутило, что конец близок. Я не знал, какой именно конец и чего, но вследствие своей личной склонности к драматизации и памятуя предыдущий опыт общения с Доном Хинаро, я вообразил, что конец этот вполне может быть концом моей жизни. Когда я приезжал сюда в прошлый раз, Дон Хинаро предпринял попытку столкнуть меня на грань остановки мира. Действия его были настолько эксцентричны и, безусловно, непостижимы, и воздействие их на меня оказалось настолько прямолинейным и жестким, что Дон Хуан сам велел мне уехать. Демонстрация силы, к которой прибегнул тогда Дон Хинаро, была такой поразительной и до такой степени сбила меня с толку, что в результате я полностью пересмотрел все свои представления. Я отправился домой, засел за свои записи всего периода ученичества, и в глубине моего существа таинственным образом возникло странное чувство, хотя и в полной мере мною неосознаваемое. Но не осознавалось оно лишь до того момента, пока я не увидел, как Дон Хинаро поплыл по полу. Плавание это было вполне в стиле всех прочих странных и непостижимых действий, которые Дон Хинаро совершал у меня на глазах. В этот раз он начал с того, что улегся на пол лицом вниз. Сперва он хохотал, причем до того самозабвенно, что тело его дергалось словно в судорогах. Потом он принялся дрыгать ногами, и, наконец, движения его ног сделались согласованными, и к ним подключились грибковые движения рук, после чего Дон Хинаро заскользил по полу, словно лежал на доске с колесиками из шарикоподшипников. Несколько раз он менял направление, лавируя между мной и Доном Хуаном на площадке перед домом. Это было уже не первое клоунское представление, которое разыгрывал в моем присутствии Дон Хинаро. После каждого такого случая Дон Хуан утверждал, что я был на грани видения. То, что мне так и не удавалось видеть, было якобы следствием моих попыток объяснить каждое действие Дона Хинаро с рациональных позиций. В этот раз я был начеку и, увидев, что он поплыл, не стал пытаться найти объяснение этому, а просто стоял и смотрел. Но избежать состояния полной отрешенности мне все же не удалось. Он самым натуральным образом скользил на животе и груди, как на осанках по льду. Мои глаза начали сходиться к переносице, и появилось нехорошее предчувствие. Я был убежден, если удастся не скатиться к попыткам рационально объяснить происходящее, я непременно увижу. Эта уверенность наполнила меня сильнейшей тревогой. Предчувствие переросло в нервное ожидание, и в какой-то миг я вновь очутился в исходной точке. Я обнаружил, что вновь цепляюсь за какие-то соображения рационального характера. Должно быть, Дон Хуан все это время за мной наблюдал. Он неожиданно хлопнул меня по спине. Я автоматически повернул голову в его сторону и на мгновение потерял из виду Дона Хинаро. Когда я снова на него взглянул, он стоял совсем рядом, слегка склонив голову и почти положив подбородок на мое правое плечо. Я на секунду остолбенел, а потом отскочил в сторону. Дон Хинаро состроил уморительную рожу, изображающую изумление по поводу моей запоздалой реакции. Я не смог удержаться от смеха и забился в припадке истерического хохота.
Однако я осознавал, что мой смех несколько необычен. Тело стряхивали судорожные нервные спазмы, исходившие откуда-то из центра живота. Дон Хенаро дотронулся до моего живота ладонью, и волнообразные спазмы прекратились. «Ах, наш малютка Карлос так впечатлителен!» — воскликнул он тоном светской дамы, склонной по каждому поводу хлопаться в обморок. А потом добавил, пародируя наставление Дона Хуана: «Разве тебе не известно, что воин никогда не смеется таким образом?» Он изобразил Дона Хуана настолько точно, что я захохотал еще сильнее. Потом они вдвоем куда-то ушли и вернулись часа через 2. Они уселись со скрещенными ногами на площадке перед домом, не произнося ни слова. Казалось, они ужасно хотят спать и устали до потери сознания. Так неподвижно они сидели долго. Чувствовалось, что тела их расслаблены, и это сидение не доставляет им неудобства. Дон Хуан словно спал, слегка приоткрыв рот, но большие пальцы его сложенных на коленях рук непрерывно ритмично шевелились. Я немного забеспокоился и на некоторое время принял позу ожидания. Но потом почувствовал успокаивающую самодостаточность. Должно быть, я даже задремал. Разбудил меня смешок Дона Хуана. Я открыл глаза. Оба они пристально на меня смотрели. «Я чувствую, что если ты не поговоришь, то непременно и окончательно заснешь», — сказал Дон Хуан со смехом. «Боюсь, что да», — согласился я. Дон Хенаро улегся на спину и принялся дрыгать ногами в воздухе. Я решил было, что он собрался выкинуть еще какой-нибудь из своих номеров, но он тут же вернулся в положение со скрещенными ногами. «Я должен тебе сейчас кое о чем рассказать», — сообщил мне Дон Хуан. «Назовем это маленьким кусочком удачи. Объемом, скажем, в 1 кубический сантиметр. Кубический сантиметр шанса. Он появляется время от времени перед носом каждого из нас, независимо от того, ведем мы жизнь воина или нет. Различие между обычным человеком и воином состоит лишь в том, что воин знает о кубическом сантиметре шанса и знает, что одна из задач воина — быть всегда наготове, всегда ждать. Поэтому, когда кубический сантиметр удачи появляется в пределах его досягаемости, воин хватает его так, как ждал этого момента и готовился к нему, развивая необходимую быстроту и ловкость. Удача, везение, личная сила не имеет значения, как мы это назовем. Штука занятная. Вернее, это даже не то, чтобы какая-то штука, а скорее некое положение вещей, что-то вроде маленького абстрактного хвостика, который возникает перед самым нашим носом и принимается призывно вилять, как бы приглашая его схватить. Но обычно мы слишком заняты делами или слишком глубоко погружены в очень умные мысли, или попросту слишком тупы и ленивы для того, чтобы осознать. Этот хвостик — хвостик удачи. Воин же все время собран и находится в состоянии полной готовности. У него внутри словно сжатая пружина, и ум его всегда готов проявить максимум сообразительности, чтобы в мгновенном броске ухватить этот хвостик удачи. «Как у тебя обстоят дела с собранностью?» — спросил Дон Хенаро. «Полагаю, что нормально», — ответил я убежденно. «А полагаешь ли ты, что сумеешь ухватить свою удачу за хвостик?» С выражением некоторого недоверия спросил Дон Хуан. «Мне кажется, я все время только этим и занимаюсь», — сказал я. «Я думаю, ты готов только к тому, что знаешь», — заявил Дон Хуан. «Может быть, это самообман, но у меня есть уверенность, что в последнее время я гораздо четче осознаю происходящее, чем когда бы то ни было в своей жизни», — сказал я. Я действительно так думал. Дон Хенаро одобрительно кивнул. «Да», — мягко произнес он, как бы беседуя с самим собой. «Малютка Карлос и правда в порядке. И готов абсолютно ко всему». Я чувствовал, что они потешаются надо мной. Наверное, мое заявление о якобы присущей мне собранности вызвало у них раздражение. «Я не хвастаюсь», — заверил я их. Дон Хенаро поднял брови и раздул ноздри. Взглянув на мой блокнот, он сделал вид, что пишет. «Думаю, Карлос очень собран. Собраннее, чем когда-либо», — сказал Дон Хуан, обращаясь к Дону Хенаро. «Может, даже слишком», — отозвался Дон Хенаро. «На него похоже», — заключил Дон Хуан. Я не знал, что можно вставить в их диалог,
и потому молчал. «Помнишь тот случай, когда я заглушил мотор твоей машины?» — спросил Дон Хуан. Вопрос был задан резко и довольно неожиданно, и вроде бы не имел никакого отношения к тому, о чем шла речь. Дон Хуан имел в виду случай, когда я не мог завести машину до тех пор, пока он не разрешил ей завестись. Я заметил, что такое вряд ли забудешь. Но это было так, ерунда, как бы, между прочим, сообщил Дон Хуан. Мелочь. Верно, Хинара? Верно. С безразличным видом подтвердил тот. Что ты хочешь этим сказать? Взвился я. Да то, что ты тогда сделал, ни в какие рамки не укладывается. Это нечто, выходящее за пределы моего понимания. Ну, это еще ни о чем не говорит, парировал Дон Хинара. Оба они громко засмеялись, а потом Дон Хуан похлопал меня по спине. «Хинара способен на гораздо большее, чем просто заглушить двигатель твоего автомобиля», — продолжал он. «Верно, Хинара?» «Верно», — ответил Дон Хинара, по-детски выпитив губы. «На что именно?» — спросил я, стараясь выглядеть спокойным. «Хинара может убрать всю твою машину целиком», — многозначительно воскликнул Дон Хуан, а потом добавил в том же тоне. «Верно, Хинара?» «Верно», — рявкнул Дон Хинара самым громким голосом, какой мне доводилось слышать. От неожиданности я вздрогнул. По телу пробежали 3-4 нервных спазма. «Что ты имеешь в виду? Что значит убрать всю мою машину целиком?» «Хинара, что это значит?» — переспросил Дон Хуан. «Это значит, что я сяду в машину, заведу мотор и уеду», — совершенно серьезно ответил Дон Хинара. Правда, его серьезный вид был довольно неубедительным. «Хинаро, убери прочь его машину», — кривляясь, повелел Дон Хуан. «Сделано», — в тон ему ответил Дон Хинара, нахмурился и посмотрел на меня. Я заметил, что его брови, когда он нахмурился, вздрогнули, отчего в его пронзительном взгляде появилось что-то озорное. «Ладно», — сказал Дон Хуан, — «пошли проверим». «Да», — отозвался Дон Хинара. «Пошли проверим». Они очень медленно поднялись на ноги. Я на мгновение растерялся, не зная, что делать, но Дон Хуан сделал мне знак встать и идти за ними. Мы начали подниматься на небольшой холм перед самым домом Дона Хуана. Они шли по бокам. Дон Хуан справа, Дон Хинара слева. И метра на 1,5-2 впереди меня. «Поглядим, как там поживает машина», — сказал Дон Хинара. Дон Хуан сделал вид, что держит в руках клубок, и принялся наматывать на этот клубок невидимую нить. Дон Хинара сделал то же самое и повторил. «Посмотрим, как там поживает машина». Они шли, слегка подпрыгивая, более широкими, чем обычно, шагами. Руками они при этом совершали такие движения, словно отмахивались и отбивались от каких-то невидимых предметов. Я никогда не видел, чтобы Дон Хуан таким образом кривлялся. Я даже чувствовал своего рода смущение, глядя на него. Когда мы поднялись на вершину холма, я глянул вниз, туда, где метрах в 40 от нас должна была стоять машина. Внутри у меня все оборвалось. Машины не было. Я сбежал с холма, машины нигде не было видно. Я был полностью сбит с толку. Приехав рано утром, я поставил машину на этом самом месте, а полчаса назад приходил сюда, чтобы взять чистую пачку пищи и бумаги. Я подумал, не оставить ли мне открытыми окна, потому что было очень жарко, но решил не делать этого из-за обилия насекомых и оставил машину запертой, как обычно. Я еще раз осмотрел все вокруг. Я не мог поверить в то, что моей машины нет. Я подошел к самому краю свободной от чапараля площадки. Дон Хуан и Дон Хинара ходили вслед за мной и в точности повторяли каждое мое движение, пристально вглядываясь вдаль, словно высматривая притаившуюся в кустах машину. На меня вдруг нахлынул короткий приступ эйфории, сменившийся чувством разрушительного раздражения. Они, похоже, заметили это и принялись ходить вокруг меня, делая руками такие движения, словно месили тесто. «Слушай, Хинара, что же все-таки могло случиться с автомобилем?» — кротко спросил Дон Хуан. «Как что? Я его угнал», — сказал Дон Хинара и с поразительным сходством изобразил движение человека, который переключает скорости и крутит руль. Он согнул ноги, как будто сидел на сиденье, и оставался в этом положении несколько секунд, удерживая его, очевидно, только с помощью мускулатуры ног. Потом он перенес вес тела на правую ногу, а левую вытянул, как бы нажимая на педаль газа.
Губами он издал звук работающего мотора и в довершение изобразил, что наткнулся на выбоину и подпрыгнул на сиденье, не отрывая рук от руля. Пантомима Дона Хинара в совершенстве изображала повадки незадачливого водителя-дилетанта и выглядела изумительно. Дон Хуан хохотал, пока не начал задыхаться. Я тоже хотел было присоединиться к их веселью, но не тут-то было. Я не мог расслабиться. Мне было не по себе от ощущения нависшей надо мной неведомой угрозы. Меня охватило совершенно беспрецедентное беспокойство. Я почувствовал, что завожусь, и принялся со злостью пинать мелкие камни. Закончилось это тем, что я окончательно взбесился и начал швырять камни в кусты в дикой, неконтролируемой и неописуемой ярости. Ощущение было, словно бешенство пришло извне, окутало меня, а затем проникло внутрь моего существа. Потом раздражение исчезло так же внезапно, как появилось. Я глубоко вздохнул. Стало легче. Я не решался взглянуть на Дона Хуана. Буйное проявление приступа гнева смутило меня, но в то же время мне было смешно. Дон Хуан подошел ко мне и похлопал по спине. Дон Хинаро обнял меня за плечи и сказал: «Нормально, нормально. Ну, чего же ты остановился? Теперь самое время заехать кулаком себе в нос, так, чтобы кровь пошла. Потом откроешь рот и булыжником вышибешь все зубы. Вот это кайф. А если и это не поможет, положишь яйца на камень, а вторым врежешь по ним сверху». Дон Хуан хихикнул. Я сказал, что вел себя плохо, осознал и стыжусь. Я сообщил, что в меня словно что-то вселилось, но я не знаю что. Дон Хуан заявил, что мне отлично известно, в чем дело, но я делаю вид, что ничего не знаю. И взбесился я именно от этого притворства. Дон Хинаро сделался вдруг каким-то очень хорошим и ласково похлопал меня по спине. «Это бывает с каждым из нас», — сказал Дон Хуан. «Что ты имеешь в виду, Дон Хуан?» — спросил Дон Хинаро, пародируя мою манеру задавать вопросы. Дон Хуан начал с важным видом изрекать какую-то белиберду, вроде «когда мир переворачивается вверх ногами, мы находимся в нормальном положении, но когда мир приобретает нормальное положение, мы становимся с ног на голову. И в то же время, когда и мы, и мир находимся в нормальном положении, нам кажется, что с ног на голову стало вообще все». Дон Хуан говорил и говорил, неся какую-то околесицу, а Дон Хинаро судорожно писал воображаемой ручкой в воображаемом блокноте, раздув ноздри и выпучив глаза, неподвижный взгляд которых был неотрывно прикован к лицу Дона Хуана. Дон Хинаро изображал мои попытки писать, не глядя в блокнот. Я делал это, чтобы не нарушать естественного хода беседы. Пародистом, нужно признать, он был гениальным. Неожиданно мне стало хорошо и легко. Я был почти счастлив. На миг я отпустил себя и рассмеялся. И тут же на меня накатила новая волна тревоги, недоумения и раздражения. Я подумал, что все это просто невозможно. В самом деле, ситуация казалась совершенно непостижимой с точки зрения здравого смысла и логического мышления, с помощью которого я привык судить о мире. Но объективность моего восприятия вынуждала признать, машина исчезла. Естественно, как и всякий раз, когда Дон Хуан сталкивал меня нос к носу с непостижимым, в голову пришла мысль, что меня попросту водят за нос при помощи самых обычных человеческих средств. Так было всегда. Стоило моему сознанию столкнуться с каким-либо стрессовым фактором подобного рода, как оно неизменно и непроизвольно хваталось за одни и те же логические построения. Я принялся подсчитывать, сколько помощников понадобилось бы Дону Хуану и Дону Хинаро для того, чтобы поднять мою машину и на руках унести куда-нибудь с глаз долой. Я был абсолютно уверен в том, что запирал двери. Машина стояла на ручном тормозе. Сцепление было выключено, а рулевое колесо заблокировано. Так что сдвинуть машину можно было, только оторвав колеса от земли. Для этого требовалось довольно много работников. Я был уверен, что Дону Хуану и Дону Хинаро не удалось бы собрать такое количество помощников в одном месте сразу. Оставалась еще одна версия. Они подговорили кого-то открыть машину, замкнуть зажигание и угнать ее. Но для осуществления этого требовалась довольно высокая квалификация, которой не могло быть ни у кого из числа их знакомых. Таким образом, само собой напрашивалось единственное правдоподобное объяснение. Они меня гипнотизируют.
Движения, которые они все время совершали, были для меня настолько новыми и выглядели так подозрительно, что это вывело меня на новый виток соображений рационального характера. Если они меня гипнотизируют, то состояние моего сознания должно было измениться. Из опыта я знал, что состояние измененного сознания характеризуется разрушением связности мышления и неспособностью оценки временных интервалов. Ни в одном из состояний необычной реальности, которые я испытывал ранее, события никогда не следовали друг за другом связно, но сменялись самым непредвиденным образом. Например, я мог смотреть на гору, а следующий осознаваемый миг на долину, к которой стоял спиной. Когда и как я повернулся к ней лицом, я не фиксировал и вспомнить был не в состоянии. Я решил, что если и сейчас происходит нечто подобное, то происшествие с машиной легко объяснимо. Поэтому единственное, что можно сделать, это внимательно следить за происходящим, с предельной тщательностью фиксируя каждую деталь. «Где мой автомобиль?» – спросил я, обращаясь к ним обоим. «Хенаро, где его автомобиль?» – с исключительно серьезным видом переадресовал вопрос Дон Хуан. Дон Хенаро начал переворачивать мелкие булыжники и внимательно разглядывать то, что было под ними. Он лихорадочно обшаривал всю площадку, на которой я оставил машину. Он перевернул все камни до единого. Время от времени он изображал раздражение и злобно швырял очередной камень в кусты. Дон Хуан был в восторге. Он посмеивался, ухмылялся и даже вроде бы забыл о моем присутствии. Дон Хенаро с притворным негодованием запустил в кусты очередной камень. Остался только один камень, который он не перевернул. Единственный относительно крупный валун на всей площадке. Дон Хенаро, пыхтя и сопя, принялся его переворачивать. Но камень был слишком велик и глубоко врос в землю. Дон Хенаро старался изо всех сил, но тщетно. В конце концов он сел на камень и, обливаясь потом, попросил Дона Хуана помочь. Дон Хуан повернулся ко мне и с лучезарной улыбкой предложил: «Ты бы пошел, помог Хенаро, а?» «А что он делает?» «Как что?» «Он ищет твой автомобиль», — ответил Дон Хуан, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. «О боже, автомобиль? Под камнем?» «О боже, а почему бы и нет?» — отозвался Дон Хенаро, и они оба разразились неудержимым хохотом. Камень не поддавался. Дон Хуан предложил сходить к дому и поискать какую-нибудь толстую жерть, которая могла бы послужить рычагом. По пути к дому я заявил, что они занимаются каким-то абсурдным делом, и что то, что они со мной делают, чем бы оно ни было, совершенно ни к чему. Дон Хенаро уставился на меня. С предельно серьезным выражением лица Дон Хуан сообщил: «Хенаро у нас педант. Он очень тщателен и дотошен, совсем как ты. Ведь ты же сам говорил, что во всем любишь доскональность. Вот он и не может ни одного камня оставить неперевернутым». Дон Хенаро сказал, что ему в самом деле очень хочется быть на меня похожим, и тут Дон Хуан попал в точку. Дон Хенаро взглянул на меня, безумно сверкнув глазами и раздув ноздри. Дон Хуан хлопнул в ладоши и швырнул на землю шляпу. После долгих поисков среди разного хлама, валявшегося вокруг дома, Дон Хенаро нашел длинное толстое бревно, кусок балки, поддерживавший когда-то крышу дома. Он взвалил бревно на плечо, и мы отправились обратно, искать машину. Когда мы поднимались на холм, меня осенило. Нужно увидеть машину раньше, чем ее увидят они. Я рванулся к вершине, но, взглянув вниз, обнаружил, что машины под холмом все равно нет. Дон Хуан и Дон Хенаро, очевидно, поняли, что у меня на уме. Когда я припустил на холм, они с безумным хохотом ринулись следом за мной. Спустившись с холма, они немедленно принялись за работу. Я некоторое время за ними наблюдал. Их действия были воистину непостижимы. Они не просто делали вид, что работают, они самым настоящим образом трудились в поте лица, стараясь перевернуть валун, чтобы взглянуть, не прячется ли под ним злосчастный автомобиль. Я не выдержал и присоединился к ним. Они пыхтели, сопели и кричали, а Дон Хенаро время от времени взвывал койотом. Они обливались потом. Я обратил внимание на их громадную физическую силу. По сравнению с ними я выглядел хлипким юношей. В скором времени я уже обливался потом так же, как и они. Наконец валун поддался и откатился в сторону. Дон Хенаро
со сводящей с ума тщательностью обследовал каждый квадратный сантиметр открывшейся под валуном поверхности. Что-то там поковырял и объявил: «Нету. Автомобиль отсутствует». От хохота они согнулись пополам, а Дон Хуан не выдержал и рухнул на землю. Было похоже, что истерический смех сотрясает его тело самыми настоящими и довольно болезненными судорогами. Я нервно хихикнул. «Итак, куда мы теперь направимся?» — спросил Дон Хинара после длительной передышки. Дон Хуан кивком головы указал направление. «Куда мы идем?» — спросил я. «Искать твой автомобиль», — без тени улыбки ответил Дон Хуан. Они снова встали по бокам и повели меня в кусты. Пройдя всего лишь несколько метров, Дон Хинара знаком велел нам остановиться. Он на цыпочках подкрался к большому густому кусту, раздвинул ветки и заглянул внутрь, а потом сообщил, что машины там нет. Мы прошли еще немного, и снова Дон Хинара подал нам знак застыть. Он изогнул спину, вытянув над головой руки с согнутыми наподобие когтей пальцами. Тело его приняло форму латинской буквы «С». Вдруг он прыгнул головой вперед и цепился руками в длинную ветку с сухими листьями, лежавшую на земле. Потом он аккуратно поднял ее и обследовал место, на котором она лежала, и снова отметил, что автомобиль отсутствует. Мы углублялись все дальше и дальше в чапараль. Дон Хинара то и дело заглядывал в кусты, карабкался на низкие корявые деревья и высматривал в их листве машину, а потом громогласно заявлял, что ее нигде нет. Я же все это время старался как можно четче фиксировать в уме все, что видел и чего касался. Последовательность и упорядоченность восприятия мира ничем не отличалась от нормальных. Я дотрагивался до камней, кустов, деревьев. Я изменял фокусировку глаз, то рассматривая ближний план, то переводя взгляд на дальний. Я по очереди закрывал и открывал глаза, проводя эксперименты по их раздельной фокусировке. Но никакой специфики, свойственной состояниям необычной реальности, не обнаружилось. По всем признакам, я шагал сквозь чапараль, как шагал десятки раз до этого, будучи в совершенно нормальном состоянии. Потом Дон Хинара вдруг улегся на живот и велел нам сделать то же самое. Подбородок он положил на сложенные в замок кисти рук. Дон Хуан тоже. Они внимательно разглядывали крохотные холмики на поверхности земли. Вдруг Дон Хинара быстрым взмахом руки что-то поймал. Он знаком подозвал нас поближе. Потом начал медленно разжимать кулак. Когда ладонь до половины раскрылась, оттуда вылетело что-то довольно крупное и черное, и быстро скрылось. Это произошло настолько быстро, и это черное было настолько большим, что я отскочил и едва не свалился. Дон Хуан поддержал меня. «Это был не автомобиль», — с сожалением констатировал Дон Хинара. «Это была всего лишь задрипанная муха. Простите, а жаль». Потом они принялись меня изучать. Они стояли прямо передо мной и довольно долго разглядывали меня уголками глаз. «Это была муха, да?» — спросил у меня Дон Хинара. «Я думаю, да», — ответил я. «А ты не думай, ты скажи, что видел», — приказал Дон Хуан. «Я видел что-то величиной с ворону. Оно вылетело у него из кулака», — я кивнул на Дона Хинара. Я только говорил о том, что воспринял, и вовсе не собирался шутить. Но им, похоже, показалось, что ничего более смешного в тот день не произносилось. Они хохотали, корчились и подпрыгивали, пока не начали задыхаться. «Я думаю, на сегодня с Карлоса достаточно», — произнес Дон Хуан охрипшим от смеха голосом. Дон Хинара сказал, что почти нашел машину, что он чувствует, становится все горячее и горячее. Дон Хуан предупредил, что мы забрались в очень уж пересеченную местность, и что найти машину прямо здесь было бы весьма нежелательно. Дон Хинара снял шляпу и привязал к ней за шейный шнурок длинную веревочку, которую достал из сумки. Свой вязаный шерстяной пояс он прикрепил к желтой кисточке на полях. «Я делаю змея», — сообщил он мне. Я следил за его действиями, зная наверняка, что он шутит. Я всегда считал себя крупным специалистом по части воздушных змеев. В детстве я изготовил массу змеев самых разнообразных конструкций, вплоть до самых замысловатых. И поэтому видел, что поля шляпы слишком мягкие и не могут сопротивляться потоку. Тулья слишком высока, в ней будут образовываться завихрения, так что змей, сделанный из шляпы, не полетит ни за что.
«Думаешь, не полетит?» — поинтересовался Дон Хуан. «Знаю, не полетит». Дон Хенаро оставил наши реплики без внимания. Он как раз заканчивал цеплять к своему шляпному змею длинную бечевку. День стоял ветреный. Дон Хенаро побежал вниз по склону холма. Дон Хуан держал шляпу. Потом веревочка натянулась, и это чертово сооружение взмыло в небо. «Смотри, смотри на змея!» — завопил Дон Хенаро. Змей пару раз нырнул, но продолжал держаться в воздухе. «Не отрывай взгляд от змея», — твердо приказал мне Дон Хуан. У меня закружилась голова. Глядя на змеи, я вспомнил детство и себя, и змеев, которых запускал среди холмов в своем родном городке. На какое-то мгновение воспоминания затопили меня, и я утратил чувство времени. Вдруг я услышал, как Дон Хенаро что-то кричит. Потом увидел, что змей, несколько раз подпрыгнув, упал туда, где стояла моя машина. Все произошло так быстро, что я не понял толком, что же все-таки случилось. У меня кружилась голова. Сознание судорожно пыталось справиться с дилеммой. Я видел то ли как шляпный змей Дона Хенаро превратился в мою машину, то ли как Дон Хенаро шляпным змеем показал мне место, на котором она стояла. И дело было не в том, что и тот, и другой варианты были одинаково немыслимы. Мое сознание изо всех сил цеплялось за эту проблему, чтобы как-то сохранить исходное равновесное состояние. «Не сопротивляйся», — услышал я голос Дона Хуана. Я чувствовал, что сознание вот-вот куда-то съедет, и из глубин моего существа выплывет нечто. Мысли и образы пульсировали неуправляемыми волнами, словно я находился на грани сна. Я ошарашенно уставился на автомобиль. Он стоял на ровной каменистой площадке метрах в 100 от меня. Все это выглядело так, словно кто-то только что взял его и аккуратненько туда поставил. Я подбежал к машине и принялся внимательно ее осматривать. «Вот черт, да не пялься ты на свою тачку, останови мир!» Потом, как во сне, я услышал его вопль. «Шляпа! Шляпа Хенаро!» Я взглянул на них. Они смотрели прямо на меня, глаза их сверкали, и взгляд проникал куда-то внутрь моего существа. Резко разболелась голова, заболел живот, мне сделалось плохо. Дон Хуан и Дон Хенаро разглядывали меня с любопытством. Я сел на землю рядом с машиной, а потом совершенно автоматически отпер дверцу и впустил на заднее сиденье Дона Хенаро. Дон Хуан уселся рядом с ним, вместо того, чтобы занять свое обычное место возле меня. Как в тумане, я поехал к дому Дона Хуана. Я был сам не свой. Живот болел, тошнило ужасно, и все мое трезвомыслие от этого напрочь куда-то улетучилось. Я вел машину чисто механически. Я слышал, как Дон Хуан и Дон Хенаро по-детски веселятся на заднем сиденье. Потом услышал голос Дона Хуана. «Карлос, мы уже подъезжаем, да?» Тут я начал осознавать дорогу. Мы были возле самого дома. «Уже почти приехали», — промямлил я. Они взвыли от хохота. Они колотили в ладоши и хлопали себя поляшком. Когда мы приехали, я автоматически выпрыгнул из машины и отворил перед ними дверь. Первым из машины степенно выбрался Дон Хенаро. Он церемонно поздравил меня с тем, что назвал самой приятной и гладкой поездкой в его жизни. Дон Хуан сказал то же самое. Я не обращал внимания. Я запер машину и, едва переставляя ноги, вполз в дом. Засыпая, я слышал раскатистый хохот обоих Донов.